Всем привет! В этом видео я покажу вам 3D модели. Всем привет! Сегодня я вам покажу мои 3D модели, которые я выложу на Patreon для всех моих подписчиков. Вот. Все 3D модели я буду переделывать с нуля, так как эти мне уже не нравятся. Ну, начнем. Здесь у нас несколько островов, которые тупо скопипастены, скажу сразу, но вот некоторые есть вот сзади острова, где я просто тестил какие-то штуки. Вот здесь я тестил штуки, что какой-то шейдер бесплатный нашел, и чтобы трава шевелилась, чтобы не делать траве кости, риггинг, вот, скелет, чтобы ей не делать и самому не анимировать, решил попробовать так. Так мне не особо нравится, и почему-то трава шевелится только наполовину, то есть половина травы шевелится, половина нет, так что я, скорее всего, буду переделывать траву и делать ей кости, и сам буду анимировать. Вот такой есть у нас мост. Простой мост, скорее всего, я и его буду переделывать. Как я уже сказал, я все тут, скорее всего, переделаю. Мне уже ничего не нравится. Почти. Вот. Ну, обычный мост. Досточки отдельно. Вот есть какие-то вот сломанная досочка. Она одна, распилена пополам. Ну, сломана пополам, ладно. Никто ее не пилил. Вот. Просто какая-то веревка натянута, чтобы игрок не упал. Вот, тут дырка, чтобы игрок упал. Вот. Дорожка из плиточек здесь у нас, травка, деревья. Вот тут огромные деревья есть, обычные деревья, которые, скорее всего, нужно увеличить еще, потому что они, мне кажется, сильно маленькими. Какая-то трава, кусты, ветки, сломанная бочка. Вот тут сломанное ведро валяется. Здесь ведро и бочка не сломанные. Вот так вот. Вот такая бочка. Вот. Тут камни, кусты. Вот, пойдем сюда. Перепрыгнем дырку. Тут я тестил лоды. Лоды — это 3D модели, которые подгружаются в зависимости от вашего расстояния до модели. Чем дальше, тем вот хуже вот такой вот, грубо говоря, пиксельная фигня будет прогружаться. Чем вы ближе, будет вот такая вот супер детализированная штука. Вот. Все модели я делаю в лоу-поле, стараюсь, но не лоу-поле, которое будет супер видно квадратики, пиксели и всякую вот эту фигню. Лоу-поле я стараюсь сделать вот примерно вот так, более-менее проработанное, с какими-то мелкими деталями, чтобы было видно все. Вот. Вот такие деревья. Тут грибочки еще есть, камень, который в воздухе почему-то висит. Ну ладно. Так, идем дальше. Дальше здесь у нас там внизу пики, вот, на которых подразумевается, что игрок падает в дырку и умирает. Вот, но сейчас никто ничего не умирает, поэтому мы перезагружаемся. Вот. Мы перезагружаемся. Угу. И идем дальше смотреть на какие-то модели. Вот. Модели обрубленных деревьев, там туда-сюда, кустики, а пики здесь подразумевалось, что вот с этих дырочек напольная плита будут вылазить вот эти пики и убивать игрока. Вот, но не знаю, буду ли я вводить какие-то механики ловушек. Скорее всего буду, но еще пока не знаю какие. Вот, либо это просто будет приключение головоломка, просто будем бегать вот по таким островам. Острова, скорее всего, будут больше, на них будут стоять дома и
какие-то строения другие. Вот не просто деревья. Просто деревья — это я просто учился, так сказать, работать в Blender. Вот, поэтому пока так. Также на этом уровне ездит еще одна платформа. На эту платформу можно встать, и мы поедем с ней. В предыдущем видео я показывал механику, где на платформу, если мы встаем, то мы стоим на месте в воздухе, а платформа просто уезжает у нас из-под ног, и мы падаем вниз. Здесь же наоборот. Мы прыгнули на платформу, вот, ездим с ней. Но если мы куда-то пойдем или спрыгнем с нее, мы просто будем ходить по воздуху. Вот. Как я уже говорил, программиста смены никакой, поэтому пока так. Вот, пока так. И, кстати, вот мы ходим по воздуху, и если мы остановимся, то мы все равно едем за этой панелью, ну, за платформой. Вот. Ну, такие, дела. Сейчас покажу вам еще одну сцену, где еще есть 3D модели. Итак, в этой сцене, во второй, хочу показать 3D модели, которые я сделал еще. Я еще сидел и делал. Вот 3D модель дверцы, которая может открываться, закрываться. Но правда, тут ни один скрипт не наложен, поэтому здесь вообще ничего не работает. Вот, но по идее, вот примерно так должно было выглядеть, но я, скорее всего, все буду переделывать. Так, начнем с этой маленькой комнатки. Это типа телепорт был у меня в мыслях. Вот. Такой себе телепорт, конечно, но в принципе просто будка. Заходишь, нажимаешь Е, телепортируешься в другую будку. Например, вон в ту синюю. Все. Телепорт свою задачу должен был выполнять, по идее, но я думаю запилить в него, создать какую-нибудь комнатку телепорта, чтобы здесь внутри была какая-нибудь карта, чтобы игрок выбирал, куда он хочет телепортироваться, на любой уровень, в любой телепорт, типа того. Стулья. Обычные стулья, просто так. Коцанные обычные стулья. Лучи света. Вот. Через решеточку идем дальше. Вот это большие стулья. Просто так. Просто так уровень сделал. Балкончик. Вот балкончик. Тут пропеллер большой. 2 пропеллера больших. Вот. Просто тестил лучи. Вот. Можете видеть, вот лучи от света. Такие тени падают красивые. Запущу когда проект, я вам покажу их. Вот. Здесь не знаю, что я хотел сделать. Просто какую-то хрень, видимо. Что-то мне не нравится. А здесь просто кружка и акция на сегодня, что кофе стоит $2. Ну, это просто 3D модели, которые я делал просто так. Вот здесь вот этот красный светящийся кубик, ну, точнее сферка, должна была быть... Да хрен вообще знает, что она должна была быть. Лампочка должна была показывать какую-нибудь штуку активированную, типа как мы смотрели механики, где там была сфера, которая была красная, и при попадании загоралась зеленая и открывала дверь. Вот эта лампочка примерно это должна показать, что проходит какая-то магия, электричество к этой двери или к чему-либо, что она может быть открыта. Стрелочка подразумевала, что мы выбираем, в какое направление, грубо говоря, подавать электричество или еще типа того, или какую дверь открывать. Ну, какая-то такая задумка была, не знаю, делать ее или нет. Лестница. Тут тестовый дом. Просто так. Здесь рычаг напольный. Дверь, сундук. Лесенки сделаны просто так. В принципе, вообще не это. Ну, модель такая себе. Здесь есть
замок, для которого нужен ключ. Еще есть задумка, что замок будет какой-нибудь сломанный, в который нужно будет просто снарядом попасть, он сам отломится и дверь откроется. Вот здесь рычаг настенный с лампочкой, которая горит, показывает, что рычаг работает. Вот здесь подразумевалось, что это будет какой-то замок наподобие, как мы цифры вводили в первом видео. Кодовый замок, где вам нужно найти снаряды. Вот мы в первом видео кидались такими синими шариками. Вот эти шарики будут снарядами, снаряды будут разные. Вот, и вот нужно будет найти на уровне, например, снаряды с различными фигурами, которые в определенном порядке нужно вот на эти кругляшки кинуть. Вот, если вы кидаете правильно, то кругляшок загорается зеленым, и, соответственно, возможно, вот будет панель такая, и на панели будет тоже вот загораться зеленым первое. Вот, и так методом подбора игрок должен будет открыть что-либо. Ну, например, тут дверь. Вот, это синий телепорт, еще один, в который из красного должен был игрок переместиться, или наоборот. Здесь задумка такая, как в Скайриме. Если кто играл, там есть такая загадка, что нужно в каком-то порядке повернуть, ну точнее не в порядке, а как-то расположить к себе разные фигуры. 3 разных фигуры, там в Скайриме была змея, дельфинчик и птица. Вот, здесь примерно такая же логика. Ищите на уровне где-нибудь вот какие-нибудь штуки, вот, например, такие маленькие, которые показывают, как должны располагаться фигуры и какие. И по этим подсказкам вы двигаете вот эти большие стенды и потом нажимаете на рычаг. Ну, либо дверь сама автоматически открывается. Так, здесь нажимная кнопка напольная с грузом. В первом видео грузом была бочка. Здесь же такой типа металлический шарик, сферка, который весит до хера килограмм. Вот, и она открывает ну что-либо. В принципе, тут дверь и ящик. Дверь и ящик. Вот. Сейчас я вам покажу, как смотрятся лучи. Так, сейчас камеру вот сюда куда-нибудь сделаем. Ну или давайте, ладно, тут сначала посмотрим. Вот лучи. Камеру. Ctrl-Shift-F. Сделали камеру на это место, куда смотрит камера в сцене. И смотрим. Так, сейчас сделаю на большой экран, чтобы лучше было видно. Вот, вы можете видеть, как лучи прикольно переливают, ну, точнее, отбрасывает тень пропеллер классно. Вот такие тени я хочу в своей игре, чтобы они красиво ложились, чтобы была игра, в принципе, по визуалу более-менее симпатичная. Shift-Ctrl-F и вот можем смотреть. Пишите свои комментарии, что вы об этом думаете. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Поддерживайте меня на Патреоне. Дальше я видео буду выпускать раз в неделю о игре. Буду все механики переносить в новый билд. Буду переделывать модели. Также, возможно, буду выкладывать видео о том, как я делаю модели. Возможно, в ускоренном виде, возможно, в виде не в ускоренном. Еще пока не знаю. Вот. Всем пока.